Она ни разу не была коронована, и все же именно ей была уготована судьба самой знаменитой и легендарной правительницы Гавайских островов. Ее жизнь, красивая, романтичная и благородная, попала в жернова политических игр, приведших ее страну к потере независимости. Но принцесса Каюлани боролась до последнего, не за себя и не свой трон, а за счастье своего свободолюбивого народа. Принцесса Райана родилась под радостный звон церковных колоколов и восторженные овации подданных Гавайского королевства в 1875 году. Для маленькой тихоокеанской монархии, которой едва исполнилось 65 лет, это был праздник сродни национальному, наконец-то в семье правящего, но, увы, бездетного короля Калакуа рождалась наследница. Матерью девочки стала младшая сестра монарха, принцесса Мириам Ли Келлики, а отцом – шотландский бизнесмен Арчибальд Скотт Кликхорн, у которого и без того было еще 4 детей от предыдущих женщин. В отличие от пуританской Англии, на далеких Гавайях люди жили сердцем, да и нравы были куда свободнее. Но даже при этом родителям принцессы пришлось побороться за право быть вместе. А самой Каюлани позже придется пережить немалый нападок со стороны американской прессы о свою смешанную кровь. Девочка вобрала в себя лучшее от европейской и гавайской народностей. Широко распахнутые глаза цвета благородного каштана, нежная золотистая кожа, длинные вьющиеся волосы. Минус: она была так похожа на островитянку и одновременно так отличалась от всех. Ее первое имя, Каюлани, означало «королевская святость», а второе, Виктория, не только отсылало к знаменитому латинскому переводу, но и порождало ассоциации с легендарной британской королевой, правившей родиной Альберта в те времена. Читайте «Виктория Альберт. История королевы, умевшей любить». Объективно, Виктория Каюлани находилась далеко от трона, перед ней стояли еще ее тетушка, принцесса Лилиуакалани, и собственно ее мать. Так что девочку не спешили обременять курсами начинающей наследницы, подарив ей вместо этого великолепное, полное впечатлений детство. Альберт, в прошлом успешный бизнесмен, построил для своей семьи роскошный, а, главное, очень уютный особняк. Прежде всего, благодаря проведенному в нем электричеству. Это, кстати, стало сенсацией в королевстве. В этот момент света не было даже в американском Белом доме. Особняк Айнахау стал для маленькой Каюлани ее мини-королевством. Девочка досконально знала его каждый уголок. Непоседливая и активная, она частенько сбегала от гувернанток на крышу, пряталась в ветвях многовековых деревьев, но больше всего она любила играть со своими павлинами, которые свободно и горделиво гуляли по территории поместья. За привязанность к этим величественным птицам наследница короны очень скоро получит от своих подданных неофициальный титул принцессы павлинов минус тот, который у нее не сможет отнять никакая революция.
Да, это был настоящий рай на земле. Затерявшиеся где-то в Тихом океане, Гавайские острова являли собой не только красивые места, но и вмещали в себя обильные заросли сахарного тростника. Именно стратегически выгодное положение, практически на пересечении двух полушарий, и запасы сахара сделали эти земли объектом недюжинного интереса и инвестиций многих крупных держав, Америки, прежде всего. Но юная принцесса мало вникала в политические вопросы. Она наслаждалась детством. Гавайская роза на британской земле повзрослеть, однако, пришлось, и очень скоро. Каюлани было всего 11, когда от загадочной болезни скончалась ее мать, и эта новость не просто омрачила беззаботное существование девочки, но и моментально изменила порядок наследования Гавайского престола. Маленькая принцесса теперь вставала второй в очереди, так что о павлинах и лазаньях по деревьям пришлось позабыть. Теперь уже навсегда король Калакауа, дядя Каюлани тетя Каюлани, Лилиуа Калани, вторая в очереди на трон правительства Гавайев, не без протекции Альберта, порешила, что будущая королева должна получить самое лучшее образование. Языки, искусство, дипломатия, минус правление Каюлани должно было быть мягким и либеральным в противовес агрессивному и противоречивому царствованию действующего короля. Выбор места был очевиден. Англия, с ее уважаемыми университетами и славными монархическими традициями, должна была воспитать из девочки с горящими глазами и страстным сердцем настоящую леди, сдержанную, но непоколебимую. Перспектива пересечь полмира и поселиться в промозглой Великобритании не слишком привлекала Каюлани, но это был ее долг. К тому же она сможет наконец-то взглянуть на Шотландию, ее вторую родину, кельтскую романтику, которой ей часто описывал ее отец и его старинный друг, писатель Роберт Стивенсон. Последний нисколько не сомневался в том, что звезда Каюлани будет яркой и легендарной. Он был знаком с девочкой с малых лет, и с первой встречи был очарован ей так сильно, что посвятил ей целую оду, назвав принцессу островной розой. Каюлани исполнилось 13, когда королевский пароход отвез ее и ее сводную сестру Анну инкогнито в Англию. У девочек начинался новый этап в жизни, но какой же интересный он был. Принцесса застала самый разгар прекрасной эпохи. Нет, страстная и увлеченная, Каюлани не собиралась весь год корпеть над учебниками, тем более, уроки и так давались ей легко. Они с Анной ходили в салоны, галереи, слушали концерты. Принцесса очаровывала британцев с первого взгляда. Конечно, никто не знал, кто она такая, но ее экзотическая внешность, острый ум и талант к пению и рисованию сразу влюблял в нее каждого, с кем ей доводилось знакомиться. Был и флирт с молодыми людьми. Каюлани никогда не вела себя, как пуританская барышня,
хотя ее дядюшка-король имел на нее особые планы, желая выдать племянницу замуж за какого-нибудь иностранного принца. Но и принцесса была не промах. Принцесса Каюлани. Во время учебы в Англии год учебы в Англии пролетел, как один день. Анну призвали обратно на Гавайи, а Каюлани осталась продолжать обучение, путешествуя по Европе. Здесь же, на 15-м году жизни, она узнает о кончине короля и восшествии на престол своей тети. А еще через 2 года ей придет срочная депеша с всего 3 фразами: «Монархия пала, королева свержена, срочно доложить принцессе». Ее высочеству Каюлани на этот момент было всего 17 лет. Покорение Америки. Возможно ли вообразить себе, какие чувства испытывала юная девушка при мысли о том, что половина ее семьи уже нет в живых, а ее титул, образование и все ее усилия по скорой модернизации островной монархии уже никому не нужны? Революция на Гавайях прогремела в результате заговора антироялистов и сторонников присоединения королевства к США, и при военной помощи со стороны американских военных, коренное население было лишено политических прав, а сверженная королева была заключена под стражу. Вашингтон уже давно смотрел на Гавайские острова как на свою потенциальную военную базу в самом сердце Тихого океана. Внутри самих штатов пресса изображала народ Гавайев как варварский, дикий и совершенно не способный сам собой управлять, а действующая королева и ее наследница описывались простым американцам необразованными папуасками. Правда, фото к разгромным статьям никто не прилагал, но это не мешало журналистам медленно, но верно убеждать американцев в том, что присоединение Гавайев – это благородная миссия правительства США по спасению несамостоятельных островитян. Наследница мужественно вскочила на ближайший пароход. Вот только отправилась она не к себе на родину, а прямиком в Нью-Йорк, разговаривать с американцами и требовать аудиенции с президентом. «4 года назад Кабинет министров моей страны отправил меня в Англию, чтобы я получила отменное образование и подготовилась к должности, которая положена мне по Конституции. Все это время я терпеливо выполняла их волю, мечтая вернуться домой», минус рассказывала Каюлани прессе. Минус теперь же я узнаю, что эти же министры уехали в Вашингтон и собираются просить американцев лишить меня трона, а мой народ – его собственного флага. Я иду в США, что вернуть обратно то, что принадлежит Гавайям. Я верю, что великая американская нация прислушается ко мне. И Америка прислушалась. По-другому просто не могло быть. Из пришвартовавшегося у берегов Атлантики парохода перед нью-йоркскими репортерами внезапно предстала не полуголая варварша, а элегантная леди с умным взглядом, прекрасно изъясняющаяся по-английски. Американцы не могли поверить своим глазам. Принцесса Каюлани, очаровательна и великолепна, минус писала Сан-Франчиско Экзаменер, настоящий цветок цивилизации.
Чем больше ее высочество путешествовало по штатам и общалась с прессой, тем сильнее она очаровывала простых американцев. Экзотическая красавица, Кайулани стала главной героиней глянцевых журналов и примером для подражания миллионов граждан. Наконец, принцесса добилась встречи с президентом Гровером Кливлендом. И так понравилось ему его супруге Фрэнсис, что глава Белого дома тут же призвал Конгресс приостановить процесс аннексии Гавайев и вернуть законной королеве ее титул. Но, увы, не та страна США, где президент решает все. Конгресс наотрез отказался жертвовать территориями, которые в перспективе станут еще одним американским штатом. Четыре долгих года Гавайях уже беспомощная принцесса ожидали своей участи. Но тщетно, новый президент Уильям МакКинли оказался не таким нерешительным, как его предшественник. В 1898 году Вашингтон аннексировал райское королевство Кайулани, спустив его флаг и лишив населения островов их собственного голоса. В день присоединения Гавайев к США принцесса и ее уцелевшие родные находились дома, одетые в знак протеста в траурные одеяния. Новость об аннексии была для меня хуже смерти. Минус рассказывала Кайулани газете «Сан-Франчиско Чраничли». Минус было тяжело терять трон, но еще тяжелее было видеть, как опускается наш флаг. Принцесса была разбита, но даже в этой ситуации она не собиралась бросать свой народ. Весь последующий год Кайулани и ее тетя боролись за то, чтобы американское правительство хотя бы расширило права коренного населения островов. Они приглашали президента в свой уютный особняк на щедрые приемы, где знакомили его с самыми образованными и интеллигентными представителями своего народа. Но, казалось, что МакКинли по определению не умел сочувствовать другим. В тот же год США присоединит к себе Кубу, Филиппины, Гуам и Пуэрто-Рико. За полгода до аннексии островов американскими властями в гавайской прессе появилось сообщение о помолвке принцессы Виктории Кайулани и принца Давида Кавананака, который приходился ей кузеном по материнской линии. Как и Кайулани, молодой человек был полукровкой, его отец тоже был англичанином, получил хорошее образование в Великобритании, а затем и в США, некоторое время успел поработать в Министерстве иностранных дел Гавайских островов, и был очень популярен в стране. Этот брак мог укрепить позиции Кайулани в ее притязаниях вернуть трон и независимость. С другой стороны, эти двое были наполовину англичанами. Для американцев это означало, что на островное государство сможет претендовать Великобритания. Этого они допустить не могли. Так что помолвка только ускорила неизбежное. А до свадьбы дело так и не дошло. Эта бесполезная и священная борьба испепелила Кайулани изнутри. В январе 1899 года она, верхом на лошади, попала под сильнейший шторм.
От природы принцесса обладала сильным иммунитетом, но истязания последних лет истощили ее организм настолько, что легкая простуда обернулась для нее смертельным испытанием. Тяжелейшая лихорадка и пневмония сразили принцессу чуть меньше, чем за 2 месяца. Ей было всего 23. Картина, написанная принцессой в 1890 году, сверженная принцесса Гавайев, 1895 год. Говорят, что в день ее смерти ее любимые павлины так громко кричали, что их пришлось застрелить. Так вместе с последней наследницей гавайской короны навеки кануло в лету ее наследие, которому, увы, так и не суждено было расцвести. Фото: Getty Images, Filiminutihistory.com